Доброго времени суток, с вами снова Nest. И сегодня я решил посетить заброшенное бомбоубежище под одним довольно крупным заводом. Несмотря на то, что здесь нет электричества, много плесени, сырости, вход в бомбоубежище даже чуть-чуть подтоплен. Бомбоубежище очень интересное. Вход в бомбоубежище. Такая синяя гермодверь довольно мощная. И здесь вода. Можно пройти вот по такой палочке. Судя по всему, это был склад имущества гражданской обороны. Обалдеть, как много тут всего осталось. На входе в бомбоубежище стоит такая большая вешалка для одежды. И красная стрелочка, означающая то, что здесь находится аварийный выход. Здесь очень много всего осталось. Противогазы, каски. Даже, по-моему, микроволновка стоит. Стулья. Еще куча всего. Каска. Резиновые перчатки самых разных размеров. Многие вещи покрыты слоем плесени, потому что в этом бомбоубежище очень сыро. Даже старая микроволновая печь здесь есть. Обалдеть. Вот это да. Какие-то ящики. СВК. Спасательная группа. ИПП. Какие-то жидкости. Год выпуска 1977. Довольно старое убежище. Как я понимаю, это такая жидкость для защиты открытых участков кожи от радиации. Здесь полные ящики с этой жидкостью. Вот так вот выглядит баночка с этой жидкостью. Сумки с противогазами. Противогазов здесь тоже очень много. Но все сумки в очень плохом состоянии. Покрытые плесенью. Что делает время с этими всеми вещами? Эта сумочка пустая. А эти сумочки, судя по всему, все полные. Да, здесь лежит фильтр и противогаз, но открывать ее не буду. Идем дальше. Кстати говоря, склад реально очень большой и очень длинный. Судя по всему, это было убежище, рассчитано на очень большое количество человек, на всех
работников этого завода. Коробка с чем-то интересным. Это, наверное, были бинты для перевязки ран. Также лежит красный медицинский жгут. И еще сумки с противогазами. Все в паутине, в плесени. А вот и противогаз ГП-5. Вместе с фильтром. Аптечка АИ-2 с инструкцией. Инструкция по пользованию аптечкой. Красная аптечка АИ-2 в идеальном состоянии. Противоболевое средство. И куча многих других лекарств. Здесь лежит инструкция в коробочке. А вот и сами лекарства. Кстати говоря, здесь походу есть этот самый пресловутый Тарен. Вот Тарен. И вот еще какое-то противоболевое средство, которое называется Промедол. Встретить его в наши дни — это довольно большая редкость в этих аптечках. Очень много разных вещей. Что-то валяется на полу, медицинская сумочка и куча опилков. Какие-то маленькие огнетушители, много сумок. Ящик от противогазов. Но внутри противогазов уже нету. Какие-то защитные очки. Еще одна медицинская сумочка, аптечка. И куча всего просто. Ящик с противогазами. Какие-то довольно интересные противогазы, кстати говоря. Судя по размеру, это был детский противогаз. Да, это ящик с детскими противогазами. А вот противогазы ГП-5. Самые обычные советские противогазы. Здесь очень много всего. Вот это лежат нулевые нераспакованные фильтры для противогазов. Попробуем достать один из них из упаковочки. Фильтр в идеальном состоянии. Даже не ржавый. Еще один какой-то выход. И еще очень много ящиков с противогазами. Ящик с жидкостями, судя по всему, для защиты от радиации. На полу валяется очень много сумок с противогазами. Их тут очень много. Ящики с противогазами ГП-5. Весь пол буквально усыпан противогазами. Это все ящики с противогазами. Судя по всему, убежище было рассчитано на очень большое количество людей. Полки с касками для рабочих. Еще ящик с чем-то интересным. Честно говоря, даже не знаю, что это такое лежит в этом ящике. Какие-то коробочки, флакончики. Флакончики непонятно с чем. Очень неприятный запах. Так, попробуем открыть.
открыть один из них, понять, что это такое. Бумага прилипла. Наверное, это было тоже какое-то средство по защите от радиации. Напишите в комментарии, кто знает, что это. Потому что я в бомбоубежищах встречаю первый раз такую штуку. Ящик с аптечками. Полный ящик аптечек. Красные аптечки, это говорит о том, что это были аптечки ранних годов выпуска. Потому что аптечки, которые уже более новые, они были без вот этих противоболевых средств, и они были уже желтого цвета. Довольно редкая находка. На полу валяются ошметки каких-то приборов. Стоят стулья, которые уже начали гнить от времени. И какой-то стол. Кстати говоря, какой-то очень интересный фильтр от противогаза. Противогаз ГП-5. И еще куча всего на этом столе. Вот такой вот склад. Здесь был класс, в котором учили, как правильно оказывать медицинскую помощь. Пол немножко затоплен. А вот и само помещение. На стенах висят плакаты о том, как правильно оказывать первую медицинскую помощь. Какие-то скамейки. На полу вода. Очень-очень много противогазов. Полки с сгнившими от времени противогазами. Посмотрите, как начала гнить мебель от сырости. Противогазы ГП-5. Все полочки пронумерованы. И все на своих местах. Книжки по гражданской обороне. Очень много разной старой мебели. И очень много книг лежит на полу. Книги и противогазы. Здесь их очень-очень много. Еще какие-то пособия по гражданской обороне. Очень много различных учебных материалов. Помещение довольно большое. Здесь могло собираться много человек. Вот это какая-то медицинская кушетка, на которой лежит фильтр от противогаза и еще много всякого хлама. Возможно, здесь даже стоял проектор, и работники этого завода могли смотреть учебный материал, как правильно готовиться к чрезвычайной ситуации. Но сейчас все это в запустении и давно заброшено. Пожарные шкафчики валяются на полу. Продолжение того же учебного класса
Тоже очень-очень много противогазов, фильтров для них. Кстати говоря, некоторые противогазы, несмотря на сырость, сохранились в очень достойном состоянии. Надпись, гласящая о том, что это был класс по общему обучению. Один из аварийных выходов с красной стрелочкой. Кстати говоря, само бомбоубежище довольно большое. Пока что я осмотрел только склад и класс, где обучали гражданской обороне. Здесь такой длинный тоннель, который уходит очень далеко вперед. Противогаз с очень-очень длинным шлангом. Различные плакаты. Комната фильтр вентиляционная. Фильтр вентиляционной установки. Одна из установок валяется на полу. Резервный выход. Еще одна мощная гермодверь. Ящики. Тоже от противогазов. И различные плакаты. Убежище номер 6. Мешок с чем-то непонятным. И еще очень много разных плакатов. Обалдеть, как тут много плакатов. А этот проход, судя по всему, ведет к вентиляционной шахте. Еще одно интересное помещение. Здесь хранилась питьевая вода. Все вот эти синие баки — это баки для питьевой воды. Кстати говоря, помещение затоплено. И даже не просто водой, а, наверное, каким-то маслом. Потому что здесь такие разводы цвета радуги. Туалеты. Раковина сломана. Какой-то шкафчик. И очень много писсуаров. Здесь царит очень неприятный запах. Электричества здесь, судя по всему, нету. К сожалению, до этого бункера добрались вандалы и мародеры. И частично здесь что-то уже разрушено. Какой-то стол. Тоже с кучей книг или документация. Здесь, наверное, тоже было складское помещение. И еще одна какая-то интересная комнатка. Убежище.
полке. Наверное, с чем-то интересным. Интересно, есть ли здесь электричество. Здесь электричества тоже нету. Плакаты заражено. Фильтр от противогаза. Еще очень много фильтров и очень много табличек заражено. Насколько я знаю, такие таблички прикрепляли к предметам, которые были заражены радиацией, чтобы люди их не трогали и знали, что прикасаться к ним опасно. Еще одна медицинская кушетка, полностью усыпанная каким-то хламом. А, я понял, это был медицинский кабинет. Такие стеклянные шкафчики для хранения различных лекарств. Но сейчас они все уже пустые. Очень-очень много книг. Но все книги в очень плачевном состоянии. Какие-то медикаменты все-таки остались. Кстати говоря, очень интересные защищающие маски, такие белые. Но, к сожалению, они все уже сгнили. Еще одно помещение, но оно довольно пустое. Какая-то комнатка, в которой стоит стремянка и какой-то стол. Здесь валяются пустые коробки от чего-то. Да, электричества здесь нет уже давно. Стулья, еще какой-то стол. Возможно, это тоже был класс, где учили гражданской обороне. Какие-то плакаты. И парты. Но парт здесь осталось очень мало. Большую часть парт, наверное, отсюда уже вынесли. Вот это, возможно, была парта учителя. Начальник противопожарной службы. Начальник аварийно-технической службы. Иду дальше по бомбоубежищу. В принципе, я уже почти все убежище осмотрел, за исключением некоторых помещений. Туалеты. Кстати говоря, по размеру туалетов можно судить о том, что убежище было рассчитано действительно на очень большое количество человек. В туалетах стоят ящики от противогазов. Не знаю, что они здесь делают, но, возможно, на складе не было места, чтобы их разместить. Ящик с детскими противогазами. Кстати говоря, никогда не видел вживую, но вот этот маленький фильтр думан для детских противогазов.
Еще унитаза, ящики. Кстати говоря, ящики полные противогазов. Ящики полные противогазов. ГП-5. Причем все эти противогазы в хорошем состоянии. В одном таком ящике было 26 противогазов. Обалдеть. Я просто в шоке с этого убежища. Еще одна комнатка с фильтр-вентиляционными установками. Маленькая гермодверь. Один из аварийных выходов из этого убежища. Дизельная электростанция. Судя по всему, здесь сердце этого убежища, а именно дизельный генератор. А вот, собственно говоря, и он. Мощная штука. Пахнет соляркой. Бочки для дизельного топлива. На полу валяется много тряпок. И вентиляционная система, которая уже частично разобранная. Дизельный генератор. Кстати говоря, я думаю, что если бы мародеры не разобрали его на драгметаллы, его можно было бы даже запустить, потому что визуально видно то, что многие детали откручены и отсутствуют. Бочка для дизельного топлива на 1000 литров. Впечатляет. Электрощитовая. И, кстати говоря, тут даже что-то гудит. Так что, возможно, здесь даже есть электричество, но частично. Да, здесь горит зеленая лампочка. Значит, все-таки электричество здесь осталось. Поэтому лучше тут ни к чему не прикасаться. Спасибо всем за просмотр. Такое бомбоубежище я сегодня посетил. На самом деле оно весьма интересное, с довольно крутыми и редкими находками и весьма неплохой сохранностью для нашей страны. Ну что ж, ребята, до новых встреч!